So we're Azerbaijan Society team, and today we'll be interviewing Mr. Maxim Medvedev, captain of Karabakh FC and one of the main defenders as well as players of the team. Во-первых, каково ваше мнение о новой лиге ЮЕФА, Лига конференции Европы? Есть ли новые надежды на Карабах? В первую очередь хочу отметить то, что это какой-то новый турнир. Он будет впервые, как он будет проходить и что в нем интересного будет. Мы это сможем узнать только тогда, когда мы будем участвовать там. Надеюсь, профессиональные люди, которые создали эту лигу, они сделают ее интересной и запоминающейся. Надеемся, что в этом турнире Карабах сможет выступить на хорошем уровне. Во время игры с Нефтью было несколько спорных моментов по поводу некоторых решений, которые принял судья. Какова ваша точка зрения по этому поводу? Считаете ли вы, что судья был прав даже после игры? Я скажу так, окей, это было два спорных момента, но я могу на 100% сказать, что судья допустил ошибку, когда не дал пенальти при фоле на Хайме Ромеро. Поэтому эти спорные моменты в футболе всегда бывают. В этом случае можно сказать, что из-за таких ошибок судей результаты и даже чемпионство может отходить одному из участников финала. Мы видели Карабах, который был очень силен в последние пару лет, даже будучи первой азербайджанской командой, которая попала в группу Лиги Чемпионов. Однако мы не видели этот Карабах в прошлом сезоне, и в результате Нефть в этом году стала лидером Лиги Премьер-лиги Азербайджана. Вы согласны с этим утверждением? Вы действительно думаете, что Нефть выиграла чемпионат, потому что Карабах по какой-то причине был слаб, или потому что Нефть был слишком хорош? Здесь много можно что говорить по этому поводу. Многие говорят, что да, Карабах стал более слабее командой, и поэтому в этом году у них не получилось взять чемпионство. Но я совершенно с этим не согласен, потому что порой даже тогда, когда все люди думали, что Карабах уже не тот, мы также продолжали играть в групповой стадии Лиги Европы и доказывали всем, что они ошибаются. В этом году получилось так, что мы не смогли набрать достаточное количество очков из-за того, что мы но мы плохо стартанули, когда начался чемпионат, потому что мы при этом играли Лигу Европы на групповой стадии. И, как все знаем, была пандемия. Мы очень много игроков потеряли именно в этот период, когда даже я сам в том числе 14 дней находился в Люксембурге на карантине. И у нас многие игроки, почти вся команда у нас переболела этой пандемией. У нас даже было то, что не было игроков, с кем выходить на поле, потому что там 12 человек у нас были зараженные, и приходилось ехать на игру там чуть ли не 15 человеками, даже на замену сажать некого было. И вот в этот период, именно из-за пандемии, начала нашего азербайджанского чемпионата, мы уже играли просто по инерции. Ждали тот период, когда все восстановится, возобновится, и игроки вернутся в строй, чтобы продолжить. И поэтому немножко получилось, что мы упустили вот эти шаги. И в конце уже тяжело было набрать это все. И получилось, что обычно мы становились чемпионами за 2-3 тура, а в этом году прямо до последнего. Хоть и мы на одно очко все равно выбрались, были плюс у нас одно очко, чем у Нефти, но в итоге последняя игра решила все. Что нужно сделать Карабаху, чтобы стать лучшей командой в предстоящем сезоне? Новые игроки в команде – это ответ на проблемы Карабаха? Конечно, желательно, чтобы были
новые игроки, количество их было больше и качество их было хорошее. Как бы мы все понимаем, что в футбол играют игроки, игроки именно профессионалы, они показывают свой уровень и как бы стабильность команды. Как бы чем больше будет игроков качественных, тем это будет большой плюс для Карабаха. Как вы думаете, кто показал лучший результат в Карабахе за последний сезон? Какой ваш игрок? Я считаю, нельзя так чисто одного индивидуально назвать. В этом году я бы сказал, что на очень высоком уровне многие футболисты играли. Тот же Зубир, Патрик Андрада, Филипп Азобич. Исмаил мне понравился в этом сезоне, хоть он молодой, но перспективный футболист, который тоже хорошо запомнился. Как бы многие старались, многие выкладывались по максимуму, но у кого как получалось. Как бы одного так назвать очень тяжело.